Всем привет, дамы и господа, вы на канале Джейм Тайм. Сегодня у нас наша любимая с вами рубрика Demo Time. Гостем нашим сегодня стал Device. Очень интересно, да, вот в последнее время он нереально набрал форму, один из лучших по статье на турнире в АМ Далласе. И вот горячий пирожок, пылу с жару, буквально на днях была игра Астралис против Cloud9, он там нахерачил 24 фрага. И это с учетом того, что он был год в инактиве, Cloud9 очень сильный Мираж, его пикнули сами Клауда. Device играл Мираж в своей карьере не за так много команд. Device за свою карьеру вообще Мираж особо не играл и там особо не перформил, но вот буквально важная игра, они недавно выиграли там онлайн-чемп, и на АМ Далласе он разрывает, это шок. Хотя, с другой стороны, он играл около года Faceit. Faceit Prem, Mirage Only, Window Please, Meet or Fit, как говорится. Мне кажется, Device тоже так писал. Что ж, приступим. Супер идеальная повка. Может, даже всю посмотрим. Погнали. Погнали, Device. Как же давно я не смотрел твои демки. Господи, такая ностальгия. Все тот же никнейм, все тот же лого. Прошло уже 5 лет. Ну, не 5, конечно, около 3. Один из лучших игроков за всю историю сейчас, дамы и господа, на ваших экранах. Посмотрим, насколько ли это все в нем сохранилось. Мираж. Ну все. Как у меня на стримах. Когда я захожу, запускаю Мираж. Первое, если не даю, мне инста с глока сносит. Ну все, он тут живет. Тут в целом ничего особенного. Он будет, наверное, жить. Сыграет последним. Так как красный, все четко, он профик. Это мы с вами и ожидали увидеть от него. Спина, аксель. Ну, тут он выжил максимум. Он мог пойти красным сдохнуть где-то, но решил до конца сыграть раунд, что-то там посмотреть, быть полезным в своей команде. Ну и с первых 3 не убил, дальше особо шанса не было. И вот первый у нас форс раунд, и он просто заходит в ковры. Просто ковры. Один в один, как на премии игра. Вот такой оффэнгл занимает. Но это не профильный оффэнгл, да. Мы вообще в этой рубрике с вами не смотрели снайперов давненько, да, в демо-тайме. Поэтому над эти оффэнглы не особо хочется заострять внимание. Ждем, не дождемся, когда он возьмет снайперскую винтовку. Засейвили галилы. Все четко. Его бустает его кореш. Что-то мутится. Что-то крутится. Аксель там выкинул, я не пойду, так идут на. Ну, то это ничего такого. А вот второй фраг, что такое вообще? Ну, 2 фрага где-то нашел. Вот она, снайперская винтовка. Как раз сравню, насколько он жестко. Дропнул молик. Мне кажется, играет от буста. Ну, классика Миража. Как будто, если честно, смотрю демку какого-то снайпера просто дефолтного. Решил не запрыгивать зиг, потому что смог окно инста летит, и его могут подловить на заборе. Решил пассяндер. Смотрит кросс пробегание, заложил флешки. Да. Давайте еще раз посмотрим. Так ли я подумал? Либо он просто не запрыгнул. Дропнул молик. Не, он даже не стал прыгать, упал в андер. Задолжил флешку. Взял пробегающего. Сыграл от буста. Все четко. В первом зуме смотрит. Опа, на фане. И вот видите, как интересно, да? После фрага в коне сразу сместился в яму. Фраг по акселю. Классика. Молик окно, классика. А вот это не классика, это что такое? Ребята, это что такое было? Я такое не помню, что он делал в старых демках. Что произошло? Там БМФ выходит, понятно. Мид проверил. Мид типа вышел. Решил пассяндер. Ну, я понял суть, логику, идею, но, конечно, это такой достаточно рискованный мув, особенно когда в андере Аксель кинул хаешку, либо флешку. Хае кинул он. Такой небольшой флешбэк с видоса с Акселем. Я этот вам мув показывал, и вот он его сделал. И вот такой к нему упал. Ну, ничего страшного. Астралицы взяли этот раунд. Эко-раунд.
Как прикольно забагался молик, и тем не менее он идеально залетел, да? Флешка над коном, БМФ прочекал. Ну и классический офф-энгл. После этого выстрела он сразу может перейти на искру и еще раз репикнуть. Для тех, кто не знает. Сенс у девайса все такое же. Двойка, может 1.9, либо 2.1, 2.1 на 400 DPI. Вот тут эко. Разрешение такое же, как у ZAIWU, Simpla и так далее. Там 1200, ну, как у всех самых крутых игроков. Вот это 1208 на 960 у него. Поэтому ничего он не поменял в плане разрешения. Знаю только, что он тестил Full HD, но у него что-то не вышло с ним. Ну, флешку отпустил в момент, когда девайс зашел. Но надо ее отпускать плюс-минус, как он добегает, и тогда он прям вовремя подойдет. Но не суть. Смотрит в первом зуме. Капец он стоит. А от ковров ты не фонишься? Но он просто понимает. Он просто понимает, что по макро его никто не убьет с ковров. Давайте посмотрим. Ну, тут закидка. Фейк. И вот так он стоит для ковров. Вот он стоит. Бустер что-то далеко. Все, он взял ковры. Ну, это такая убаюкивающий геймплей. Не то, чтобы с рифлом. О, кстати, это ориентиры на быстрый молик за белый. Кто не знает, вот можно запрыгнуть вот так в окно. И примерно вот это белое пятно, сейчас покажу вам. Вот это белое пятно, вот по нему примерно целитесь, и тогда вы фаст молик в окно дадите. Вы на этих ориентирах стоите, пока не слышите смог в окно. Как только смог в окно падает, можете прибегать и сразу отпускать, не запрыгивая на вот эти все штуки. То есть вот так целитесь, вот так пробегаете и кидаете. Но, соответственно, смока в окно он не услышал, поэтому кинул с руки. Увидел Шира прыжком. Да, правильно же. Судя по его реакции, так и есть. Опа, вот она, моделька. Увидел ее. Ну, там видно, да. Играет от буста. Опа, второй раз повторяет мув. Ну, это против мид падающих, соответственно. Тут уже у тебя, дружище, пробежал Владер игрок. А ты все зумишь топ мидл. В первый зум. Классический. Ой-ой-ой. Очень спокойная игра. Это вам не Инферно с Мариком. Там, где хаос, занятие зоны. Это снайперская игра. Тут совсем другие ребята играют. Совсем другие нужны навыки. Хлопущая флешка. Сейф. Конечно же сейф. Опа. И вот он у нас мув на Б. Дает дальний молик. Не фонится от Б. Просто пикает. Идет в зуме и распикивает. Психологически встал просто. Под это запушил его кореш. Ушел в зиг. И такой энгл. Ну, это тоже классика. Классика миража. Чуть-чуть правее становишься. Опа. А тут резкий бэсплит. Аксель не убил. Вот тут красный на фане просто самоуничтожается. Бомба в зиге. Вот это, кстати, так никто не стоит, кроме девайса. Он так стоял еще буквально 4 года назад, когда они там замены начали свои делать. Вот это по ближней стенке только он стоит. Хотя, его, скорее всего, слепят тут все флешки, которые вылетают. Потому что когда так стоишь, ты доджишь все эти флешки. Когда так стоишь, ничего не доджишь, все ловишь, которое сюда летит.
Ну, сильные флешки. Но зато, если ты близко стоишь, ты можешь выпрыгнуть и еще раз выстрелить. А тут, когда ты далеко стоишь, ты не особо успеваешь в окно выпрыгнуть, но успеваешь выйти зато в кухню, в двери. Вот он, молик. Прикол молика уже показывал в видосе с дека. В момент, когда пробегаешь, он взрывается, и 2D-шка тебя не видит. То есть тут пламя разгорается по такой траектории, что тебя не видно за его волнами. Я не знаю, как это по-любому это есть слово, но я киберспортсмен, я уже не понимаю, как формулировать. Флешку в яму дал, промазал, нет? Ну такая она, как будто не прям долетел, но может так показалось мне. На тикете играет ванвея, понял, что какой-то бэсплит. И вот она, вот оно, это time to show your skills. Insane movies. 2 в 3, бомба упала, вот тут надо попадать. Опа, ну все, соло раунд выиграл. Интересно, у Шира был аут какой-нибудь здесь? У Шира на самом деле был аут, но это надо капец на хладнокровии каком-то сыграть. Вот он еще один, микрописечку берет, реагирует на мега-супер реакцию. Как Маркелов 1.6 стоит. Вот он идет зиг. Вот у Акселя смог есть. Аксель дает его между плентами. И что надо было сделать Шира? Ему надо было, ну, как минимум прыгнуть, наверное, как минимум. Но как максимум Акселю надо было дать смог в кухню. Но это ладно. Может, Аксель должен был побежать и распикать сразу кухню с этой стороны. Или перекинул бы бомбу, вот так вот он ему. Аксель бы забрал бомбу, Шира бы выпрыгнул сюда, взял бы так. Но это капец. Хоть какой-то шанс был бы, но, блин. Мы бы не смотрели эту демку, если девайс не выиграл бы этот раунд. Так бы он не набил свою стату, и на эту игру я бы не обратил бы внимания. Гораздо интереснее смотреть за розыгрышами Cloud9, да, в таких ситуациях, чем за стабильной позиционной игрой девайса. О, вот это Тима. Вот он выходит. Плечо, ну, в итоге идеально все сделал. Показал пару раз плечо, девайса забайтил на короткий стрейф и на широком на неждан вышел. Самое неприятное, что есть. Первый респ. Давайте поставим ставки. Упадет ли он андер, запрыгнет ли он зиг. Мне кажется, он опять упадет андер. Все-таки девайс это человек, который готовится. Да, он упал андер, задоджил флешку. И вот такой вот 560 мув замутил. Сразу второго на неожиданную агрессию. Взял калаш, пошел в яму. Ну, все четко сделал. Давайте бонусным раундом посмотрим все-таки, как играют астралисы. Обычно мы смотрим с вами одну половину, потому что, ну, одну половину и много игр. Но тут снайперская игра, она не такая, чтобы смотреть, она не особо интересная. Особенно потому, что снайпер это нужны респавны, чтобы реализовать. Нужна снайперская винтовка. Ты просто саппортящий элемент, который берет диагонали. Особенно позиционный снайпер. Не особо они что-либо делают, стоят на классических спотах и попадают в классические шоты. Ничего сверхъестественного нет. Занимается мидл. Ой, и вот тут будет сидеть вот 40 секунд. Как снайперы на Faceit Prem. О, вот он, смог джангл. Но мне, кстати, снайперы по типу Кукушимы знают гораздо сложнее играть на Мираже. Это интересно. Знает, что 1.50 хп, 1 крас, 1 в 2. Ой, ну тут тяжело взять, Еще попал по нему Аксель, неприятно. Ну. Да, и берет этот раунд. Ну все, до конца Cloud9 форсят. Выходит мидл. О, по упору стоит, это давно я не видел. По упору стоишь, блайндишься от всех этих флешек надолго. По дальней стоишь, не блайндишься. Он стоит поближе. Но зато он играет против нижних людей, которые там добегают в андер, либо пикают отсюда с диглами. Контроль мидла. Идет по парычу, пикает апленд. Ой, ладру бьет. Ну, блин, да. Он в форме. Это был достаточно тяжелый выстрел. Под коврами убил. Cloud9 опять форсят. О, инста смоки в окно, знает. Дал инста. Буст. Блин, будет что-нибудь суперпрофессиональное? Или на Faceit играют люди сильнее, чем в проиграх? Ну, не сильнее, это, конечно, утрирую. Но достаточно похожая игра. В чем отличие между Faceit и
про играми. На Фейсите первый этап занятия зон такой же, как у про игроков. То есть смог окно, там даже 2, может смог закон, что-то выбили. Но второй этап, зажать там точку, докинуть смог сюда. Стянуться, выйти здесь под флешку, докинуть, там типа два кон по даве, как-то заползти. Это на Фейсите, конечно, не могут исполнить. Вот это я помню, это я прям помню. Девайс, наверное, один из единственных снайперов в мире, которые идут по стулу и распикивают зики из про игроков. Ой, там буст. Ой-ой-ой, не тот пиксель, да? Ну тут ставь лайк, если бы ты тоже догадался, что второй там стоит, и он будет пропрыгивать. Это же на Акселя, который пиксельно бустовался, только не тот пиксель. Овец обидно, да, наверное? Ой, ну прям чуть-чуть не хватило, он прям прочитал. Он гений, чё. 4 мажора. Может 5-й выиграть-то? Флешка Зиги. Подловил Акселя на молике. Аксель хотел молик за белый давать. Выбивает сам кон. Услышал на флане. Капец он тут. Туда Шира не слепнет. Слишком обнаглел он. Ну и все, в целом, они выиграли этот раунд. Блин, ну было прикольно. Я давненько не смотрел девайса. В целом, что могу сказать? Не привык я смотреть позиционных снайперов. Я хоть и сами позиционный, но в последнее время самый лучший снайпер это там Зайву, Моноси, Симпл. Они типа на инцене двигаются лютом. Не то, чтобы просто стоят АФК. Что-то там прыгают, ножички крутят, вертят. А девайс такой, ну, все мы знаем, какой он снайпер. Было интересно. Я рад, что он вернулся. Есть новый чел, которого можно смотреть. Надеюсь, вам понравился контент. Подписывайтесь, ставьте лайки. Увидимся. Пока.